Давай подальше едь, я на Бэхе, алло. Давай на Бэхе я еду. Алло, Вадик. Да, я тут на Бэхе сейчас приеду, да. Давай, на Бэхе, увидишь на Бэхе, выходи сразу, я на Бэхе. Давай, пока. Всем привет, с вами IG Daily, культура скорости. И у нас на тесте сегодня BMW 530e X-Drive. G30 кузов с мотором B48. Но не с тем старым, а с уже рестайловым мотором. И сам автомобиль тоже рестайловый. Уже убрали все косяки с него, убрали все косяки с мотора. Косяки с цепями, косяки с поршнями. Уже ничего у него нету в плане проблем. И мы сегодня разберем, действительно ли это на сегодняшний день флагман. И действительно ли это новая струя направления. То есть забывает ли BMW о своих корнях, о дизельных моторах и движется в сторону электро- и гибридов. Посмотрим, классно она едет или не очень классно. Начнем с самого интересного, это двигатель и электрическая установка. Посмотрим, как оно все устроено. Как я уже сказал, здесь у нас B48 мотор, это 2 литра, турбо. И в принципе здесь пока на вид это самый обычный двигатель, которого нет разницы с каким-либо другим. Положим пока сюда на пол. Так, здесь у нас турбина, 4 цилиндра и толстый жирный кабель электрический. Коробка у нас 8-ступенчатая. И между коробкой и двигателем у нас стоит электромотор, потому что коробка здесь продольная тоже. Здесь у нас спрятанный интеркулер, как я понимаю. Засунули они его здесь, потому что да, с турбины идет здесь сразу охлаждение. Стоит в этом контуре. Других я здесь пока не вижу. Да, они все сделали компактно, красиво, под низом подрамник алюминиевый. Один вентилятор, здесь очень много места. В принципе, это означает, что машина в случае аварии будет довольно безопасная. Топливный насос высокого давления они оставили на том же месте. Ну, в общем, здесь все как будто стандартно. Машина, не знаю, это ЭМО-вес или не ЭМО-вес, кто знает, напишите обязательно в комментариях, потому что я не сильно шарю в этом деле. Вот, посмотрим, что у нас здесь. Адаптивные LED-фары, очень красивые, очень классно светят ночью. Здесь у нас новые ноздри, которых раньше все так хейтили. И здесь они открываются не как в обычных машинах, вверх-вниз, они здесь открываются влево-вправо, то есть очень интересное решение. Внизу тоже шторки есть, которые тоже открываются именно вверх-вниз. Здесь дальше что у нас? Противотуманок я даже не вижу. Противотуманные фары они решили выкинуть, достаточно LED-фар. Здесь очень по-спортивному сделано такой, как будто заборник воздуха. Тоже дань спортивным технологиям, можно сказать, которые двигаются, убирают теплый воздух. А, кстати, здесь оно... А нет, она даже рабочая. Офигеть, она рабочая. Фишка BMW. Тормоза с алюминиевым центром, с алюминиевой ступицей. Видим здесь 4-поршневые тормоза, скорее всего. Потому что другую сторону я не вижу. Большой размер, большой диаметр. Низкий профиль, красивые диски. Пройдем дальше. В принципе, от Дориста по кузову мало чем отличается. В принципе, все как и в Дористе или даже в предыдущей F-серии. Кроме тормозов. Тормоза они поставили немножко другие, но задние машинки такие же, обычные, однопоршневые. Низкий профиль. Что у нас тут? Пилот Sport 4S. Хозяйка любит погонять. Мы передвинулись в задней части автомобиля. Здесь мы видим, что это X-Drive версия, то есть полный привод.
Вы не увидите этот автомобиль, скорее всего, ни в каких мемных роликах, когда BMW улетает в кювет, потому что X-Drive все-таки работает хорошо, 530e. Два красивых выхлопа, что говорит нам, что эта машина хорошо тянет. Кстати, в автомобиле, забыл сказать, обычный двигатель турбированный 188 сил и примерно 100 сил или 102 электромотор, что вкупе дает 288. По некоторым данным 292 силы, 420 моментов, 8-ступ, как я уже сказал. В общем, вся эта связка очень хорошо едет. И даже когда батарея у вас не полностью заряжена, она все равно вытягивает соки из батареи, и вы получаете вашу мощность. Так, что у нас есть тут? BMW. Ну, хотя бы эту штуку открыли. Так, у хозяйки здесь коврик для йоги. Ну, или если машина BMW сломается, можно будет поспать хотя бы. Так, посмотрим. Багажник глубокий. Не знаю, помещусь в него или нет. Ну, такое бочком, если можно будет как-то прилечь. Багажник, коляска влезет сюда, даже ящик с водой. В принципе, он не высокий, но он довольно глубокий. Да? Он можно Класс. еще открыть вот это. Угу. Ну здесь, да, еще вот есть место, потому что здесь и нет... оно опускается, что можно еще сделать такой, Угу. как сказать, ну, короче, объем еще больше будет. Перемещаемся к заднему ряду. Посмотрим, что здесь они сделали нового, либо интересного. Посмотрим на комфорт. О, кстати, убрали шторку отсюда. Убрали шторку. Здесь очень все тоже приятно. Piano Black, полированный алюминий, оса. Так, мы сядем сзади себя, скажем так. Ну, в принципе, место здесь, нормально, кстати. Да, спинка у тебя не закрыта. Сзади ветродуйки есть, то есть трехзонный климат. Подогрев сидений есть. И заднее сиденье без вентиляции, обычные кожаные. Кожа такая, как BMW любит, чисто такая дубовая, хорошая. Угу. Так, и что у нас есть здесь? Средняя консоль для подстаканников. Тоже очень неплохо сделано, удобно, если так человек сидит. Нажимаем кнопочку здесь. Здесь у нас можно подстаканнички засунуть. Стаканы, точнее, засунуть в подстаканники. Также здесь раскладывается под лыжи, тоже не у всех автомобилей есть такая функция. Можно лыжи засунуть, и они, в принципе, во всю длину должны сюда залезть. EasyFix есть и подсветка красивая. Еще не сенсорная, обычными кнопками. А сейчас мы окунемся поистине в мир роскоши и комфорта. Это BMW. Не, ну здорово, здорово. BMW умеют делать красиво, умеют делать качественно. Этого у них не отнять. Сразу видно кожаные сиденья, кожаный руль. Сиденья, слава богу, в этой модели с перфорацией, что вы не сожжете себе жопу. Как и у всех BMW, точнее у большинства, здесь есть регулировка всего на свете. То есть и лордозы здесь есть, и ломающаяся спинка, электрическое поднятие подголовник. Подголовник тоже с ушками складывается. Здесь также есть memory позиции, которые сохраняют ваше положение руля, зеркал, сидений. Здесь вы можете все выставить, сохранить. Это тоже огромный плюс. Здесь тоже красота, полированный алюминий, Piano Black, кожаная ручка. Очень приятный здесь материал, очень приятный здесь мягкий материал. То есть видно, куда вы вкладываете 80 тысяч, когда вы покупаете этот автомобиль новый. За что вы платите? Здесь эмочный руль, классный, красивый, все полностью функционально. Автоматический свет подключается к CarPlay. Здесь они наконец-то поставили полноценную дигитальную приборку. Здесь у них ручечки. Ну, такое тоже с E60, по-моему, осталось. Также осталось с предыдущей модели переключатель. Здесь они немножко по-другому сделали кожу, чтобы вам приятнее было. В целом, мне очень нравится руль. Это очень красивая здесь кожаная вставка. Причем это здесь настоящая кожа. Классно. Тоже полированный алюминий. Значок М. Подогрев руля здесь сделанный по-людски. Посерединке стоит. В общем,
Что еще скажу? Еще больше экран они сделали, супер удобно, и даже отсюда можно дотянуться до него. Зачем до сих пор они делают этот джойстик, так называемый, ну, для меня остается до сих пор вопросом. Это, конечно, старая тема, могли бы ее убрать, потому что, ну, кто-то скажет, БМВшники скажут, мы за нее, это очень классная тема, мы ее любим. Ну, блин, ребята, она реально дебильная. Ну, вот как вы не крутите в нее, да, она может быть, вот, когда у вас нету CarPlay, она удобная. Вот у меня сейчас CarPlay, я хочу перейти сюда, да, мне надо там смотреть на нее, нажимать меню автомобильное, куда-то переходить, куда-то заходить. И обратно здесь, ну, намного проще сделать. Вот CarPlay, один раз нажал, и оно сразу перешло в CarPlay. Сюда нажал, оно перешло в ваше BMW. Ну, то есть, намного проще, и вы не отвлекаетесь от дороги. Это, конечно, они оставили, пора им от этого тоже уходить, как и Mercedes с их тачем, который здесь остался. Они, по-моему, до сих пор его тоже делают. Здесь надпись BMW. Как я уже сказал, сиденья классные. Ну, и мы переходим дальше к поездке, посмотрим, какова же эта машина в ходу. Запускаем этот электроавтомобиль. В принципе, все сразу включилось, все тут красиво, приятно. Сразу что хочу отметить, здесь предыдущую версию, которую я снимал до Риста, у них было сделано так, что здесь была сенсорная панель. И эту сенсорную панель они по какой-то причине решили заменить обратно на обычную. Ну и что здесь не вклеивается вот это вот алюминиевый цвет, алюминиевая вставка. Здесь, в принципе, если они сделали черное, ну хватило бы вот этого ободка, но это вопрос к дизайнерам, скорее всего. Здесь у нас есть сразу вентиляция, можем ее опробовать. Сиденье, как она будет работать, потому что сиденье, вот даже сегодня не сильно солнечный день, оно довольно сильно нагрелось. Здесь сразу поедем и послушаем, чем оно у нас отличается. Я, наверное, сделаю чуть потише. Так, стоп, потише, потому что оно будет шумно на видео. Поехали. Так, убираем. Auto Hold здесь есть также. Мы можем сейчас пока поставить зарядку батареи, чтобы мы потом дали газку и посмотрели, как она сразу начинает ехать, как вы слышите, на электро. То есть даже не слышно, хотя... Так, сейчас, если на паркинг поставить... Она так не включается, кстати. Обычно электрокар, если ставишь на паркинг и даешь полностью газ в пол, то она заводится. Но в этом случае нет, потому что она вот хочет ехать на электро. Если, конечно, переключить в режим там спорт или еще в какой-то, то, скорее всего, она включит тот режим, который запустит двигатель. Сразу, как и в предыдущей версии G30, очень жесткая подвеска. Ну как очень... относительно жесткая. Тут надо еще посмотреть, сколько здесь насколько накачанные колеса. Скорее всего, они здесь накачаны так, как говорит завод-производителя. Там, скорее всего, там 2,5 или 2,7, наверное. Ну, прям чувствуется вот каждый стык дороги, хотя здесь дороги очень хорошие, чувствуется. Руль жесткий, но в пределах разумного, скажем так. Руль жесткий, но в пределах разумного. И вот мы по брусчатке подъехали, и все равно вот каждый камушек чувствуется по дороге, когда вы проезжаете. Как я уже сказал, в принципе, все европейские машины, они сделаны жесткими. И тут не стоит ожидать чего-то мягкого, зато они очень хорошо едут по автобану. Вот сейчас включился двигатель. И чем отличается этот автомобиль от других автомобилей, которые плагин-гибриды? У них осталась коробка. И причем осталась, по-моему, их ZF 8 ступ. HP 8. Коробка. Старая, добрая, неубиваемая. И, конечно же, если вы едете в режиме, который у вас двигатель внутреннего сгорания, она переключается как обычный автомобиль. Не хватает, скорее всего, если вы хотите
с вариатором. Вариатор все-таки работает в связке электродвигатель и мотор приятнее. То есть он не так приятен на автобанах, но в целом вы нажали газ, у вас нету никакого задумка, а здесь он вот все равно подумал, что-то посмотрел, куда ему поехать. Но, что я хочу сразу отметить, динамика, тормоза мягкие, тут то есть с этим проблем нету. Динамика разгона очень приятная. Хотя мы сейчас едем в режиме зарядки батареи, мы уже там зарядили вот на 2 километра с того момента, как мы отъехали. И получается, что если сейчас, вот мы едем там 60, да, вот все равно она вот там посидела, подумала и поехала. Вот эти вот приколы обычной коробки с обычным гидротрансформатором остались с предыдущих моделей. Но, как я уже сказал, скорее всего будет так, что вы будете по автобану ехать 200, и это не будет для вас никакой проблемы, и это будет приятное путешествие по автобану. Но если вы хотите такой реакции, как у электроавтомобиля, здесь ее нет. Также можно отметить приятный расход, как у дизельного автомобиля, в районе 6,5 литров. Но если мы сравниваем с дизельной версией 2-литровой, то там расход еще немножко меньше. Но все равно, если вы будете быстро по автобану ехать, то у вас останется хороший расход топлива. В машине, как и в любой другой BMW, довольно тихо, приятно ехать. Очень хорошая шумка, очень хорошая музыка. Harman Kardon. Она в том случае, если мы рассматриваем, что она стоит все-таки в седане, а не в универсале или не в каком-нибудь SUV джипе, то она работает очень хорошо. То есть тут надо понимать, что у вас нету этого объема сзади, с которого мог бы генерироваться звук. У вас здесь осталось только то, что стоит там в дверях. Я не знаю, есть сабы или нету под низом. Вот сейчас только начала работать обдувка сиденьем. То есть начал чувствовать только. Так, ну посмотрим поворот. Как она в X-Drive едет. Кстати, можно очень хорошо ехать. Никаких сносов нету. Мы едем, хотя мы едем не так быстро, 30 км в час. Но за дорогу цепляется очень хорошо. Низкий профиль резины, приятная подвеска, приятная динамика. Хорошо едет автомобиль. Сейчас выйдем на автобан и посмотрим, как она будет на автобане. Сейчас попробуем мы поставить круиз, потому что круиз тут с удержанием в полосе. То есть уже как... Так, как он включается здесь? Вот, посередине, поехали. да. Полосу ты можешь включить mode. Рядом кнопочка mode. Угу. Включается полоса. Угу. Вот. Ну и да, машина сама там едет, подруливает. Вот она сама держит 80 км в час. В этом случае у меня 70 стоит. Так, а я хочу... Она сама меняет. Она сама меняет? Алло. Так, мне надо... Еще раз сет. Ну, что-то они здесь, намудрили. Так, сейчас должна подсветка включиться. Включится подсветка? Уже. Есть подсветка здесь, которая ничего не видно. Тут? Не, она только... Вот, видно. Где? Есть. Нет, это твоя с камеры. Нет. Где? Нету. Видно, есть, просто светло еще. Так, 87. Я вообще не вижу, где здесь выставлять. Вот сейчас надо сет опять нажать. Да, сет нажимаешь, тогда она автоматически все делает. Не совсем понятно они сделали, конечно. Ну под скорость она подгоняет, я понял это. Под 70 это она сама там тормозит, и потом, наверное, будет разгоняться. Да. Ну, с этим надо смотреть, разбираться. Так, мы пока зарядили на 4 километра. Потом мы сейчас выйдем из зоны, где можно будет ехать, и мы выйдем и попробуем ее разгон. В принципе, под полосу она держит, сама рулит, я ничего не трогаю, не держу. И сейчас будет такой неплохой поворот. Мы просто возле грузовика сейчас посмотрим. Вот Если сейчас мы в она него... скажет, что надо... Ага. Ну, как и другие машины, все равно это еще далеко до идеала. Не держит она еще резкие повороты. Резкие нет. Есть еще куда инженерам работать в плане автономности вождения.
Ну, реконструкции дороги она тоже иногда не видит. Ну, это, да, ну, они все, в принципе, так. Кроме, конечно, Теслы. У Тесла на 3 уровня лучше. В принципе, всех автомобилей в мире, всех, любых. У них, конечно, в плане автопилота и поддержки полосы, и софта, и их главного компьютера, у них конкурентов даже на сегодняшний день нет. Ну, здесь, да, ничего они нового не придумали, все так же работает посредственно. Как бы автобанное движение она будет держать, но вот если вы хотите какую-то извилистую дорогу или еще в плане чего-то, вот сейчас она вообще выключила, потому что желтая полоса, она на ней выключается, ну, где ремонт дорог. Вот, здесь у нас показывается, что у нас на данный момент работает двигатель внутреннего сгорания и заряжает батарею. Батарею мы заряжаем для того, чтобы потом нажать на газ и посмотреть, насколько она будет хорошо разгоняться именно с двумя моторами. Также здесь у нас есть, сколько у вас надув. Кстати, можно сейчас посмотреть температура у нас. О, за 0,5 задувает нормально. Вон там где-то 0,7-0,8 ньютонов. Вот она показывает, сколько у нас сейчас было мощности. 240 кв, 480 ньютонов. То есть красиво они сделали это. То есть средний расход, я не соврал, 6,4 за там, последнюю поездку, ну, за общий пробег, скажем так. Так, что у нас здесь еще есть интересного? Ну, вернемся тогда в этот. Я сейчас еще раз нажму. Видите, она и батарея только что отдавала к мотору. Так, здесь у нас можно посмотреть давление в колесах. В принципе, анимация очень хорошая. Так, потом у нас здесь также есть сколько масла, уровень масла, все в порядке. Чеков нету в BMW, ребята, сделайте фото. Шутка. Так, ну и все сервисы, которые сделаны были или должны быть сделаны, здесь показываются. Ну, они переделали анимацию. Ух ты, тут можно машинку крутить. О, это круто. Сломал. Сейчас едем в режиме заряда батареи, и мы сейчас будем пробовать спорт. Спорт Экстра Буст. Включаем спорт Экстра Буст, потому что сейчас будет неограниченный автобан. И мы будем пробовать. Это не гонка с самим собой или еще с кем-то. Мы будем просто ехать и разгоняться. Поехали, посмотрим, сколько она разгонится. $6500 крутит мотор. Нарядно. 170 уже. 180. 190. 200. И нам надо тормозить. Ремонт дороги. Ну, 200 набирает как лучше, чем двушка, скажем, дизельная. Ну, еще попробуем обратно, потом на обратной дороге. Можно пока посмотреть, пока нам надо медленно ехать. Какие еще есть режимы. Есть гибрид, спорт и электро. Вот можно полностью электромотор выключается, и машина едет полностью на электро. Тихо, спокойно, красиво. Это класс, конечно. Очень приятно сделаны все эти режимы. Красивая. Ну, я не могу сказать, это анимация, но в принципе здесь красивый дисплей. Этот красивый у вас здесь приборка ваша красивая. То есть вы едете электро, все в голубых тонах будет. Если вы едете в режиме спорт, будет все в агрессивных красных. В режиме гибрида тоже синий, но не такой синий, ярко-синий, как электро. Так, обратно у нас режим спорт. Включаем спорт EcoBoost. Но мы быстрее, чем Ярис, который сзади нас едет. Как минимум. Так, мы на Бэхе. Посмотрим, как Бэха будет отпугивать разных таксистов. Уедет ли он с нашего пути? Сильно ли агрессивный у нас силуэт? Ну, что-то пока не сильно видно. Но вот, медленно отъезжает. Ну, классно разгоняется. Наверное, разгон даже может чуть-чуть получше, чем у 3 литра дизеля у этих машин. Но 200 едет спокойно, вообще без всяких разговоров. Так, у нас сейчас будет съезд.
надо притормаживать. Обратно поставим в режим гибрида и на зарядку батареи. Обратно у нас Extra Boost. Давай попробуем стандарт сейчас без Extra Boost. Нам надо дождаться, пока сейчас закончится сплошная. Ну и звук приятный в автомобиле. То есть вы можете ехать как тихо, так и на бензиновом моторе с приятным звуком. Машина хорошо разгоняется, реально хорошо. 200 едет вообще без всяких вопросов. Крутит просто в 6500, бах-бах, поехали, как говорится. Едет 210, 220. И, скорее всего, на 225. Нет, едет дальше. 226, 228. 230. 230. Я не знаю, скольки будет ограничения, но она уже разгоняется после 235 не сильно охотно. Ладно, не будем мучить автомобиль. Посмотрим. Ну и все равно уже трафик, мы не можем дальше разгоняться. Да, классно, очень нравится связка двигателя и электромотора, приятно разгоняется, приятно едет, можешь заряжать, зарядки хватает примерно от 70 до 100 километров, да? Нет, зарядка только, если только электрик ехать, да. 42-45. Ну да, это чисто вот городская тема, да. Между городом, поездить куда-нибудь интересно. Если мы поговорим о цене, заправиться надо, кстати. Я думал, уже ошибка вылезла. Ну ладно. Если мы говорим о цене, сколько стоил автомобиль? Ну, лист новая, совсем прям. Не новая, вот сколько ты сейчас за нее за бэушную давала? Ну, тогда она была, у нее был пробег где-то 8 тысяч, и я дала за нее 54 тысячи. Да, вот если мы рассмотрим автомобиль 2022 года, и мы рассматриваем вот именно плагин гибрид, вот какие есть у нее, например, конкуренты. У меня в голове, как всегда, извечный конкурент – это Mercedes. Audi мы не рассматриваем, потому что у Audi до сих пор нет хороших гибридных моделей. У Mercedes они уже появились. Но скажу так, в принципе, разницы у них, наверное, не сильно много, скажем, по каким-то ништякам, плюс-минус где-то. В Мерседесе тоже очень удобные сиденья будут. Но я скажу так, если вы хотите именно комфорт, если вы хотите именно реальный комфорт, вы берете Мерседес. Если вы хотите качество, потому что BMW сегодня обладает лучшим качеством, чем Мерседес, это факт. Это просто факт. Если вы хотите более спортивную езду, более там, когда у вас слышно двигатель, и все-таки вот здесь вот оно больше к водителю расположено, ну это фишка BMW, то вы берете, конечно, BMW. А в целом они до сих пор остаются конкурентами, и по цене, наверное, будет примерно они одинаковые, даже можно будет посмотреть. А что у нас еще из конкурентов есть? Из такого немецкого, да, в принципе, ничего. Как бы Volkswagen, к примеру, Passat, даже самые последние 22 года, но они реально не дотягивают. Не дотягивают ни в качестве, не дотягивают ни в дизайне, ни в пропорциях салона, да ни в чем. В общем, я разобрался довольно быстро с круизом, он просто подстраивается под скорость. Это, кстати, можно в настройках выставлять, кому как удобно. Но это классная тема, она довольно... Ну, если вы едете на круизе, то меньше шансов словить штраф. Поговорим про конкуренты, мы сказали, поговорим немножко о плюсах и минусах. Как я уже сказал, все-таки минус для гибридного автомобиля я могу отметить коробку. Все-таки связка электродвигателя и бензинового двигателя через обычную коробку трансформаторную — это не лучший вариант, не лучший выбор. Но если вы хотите ехать по автобану, это все равно лучше, чем вариатор. Вот, кстати, стоит Блица
но мы едем по правилам. Не сегодня блица. Так, из минусов, что я еще могу отметить? Все-таки машина, ну это как не минус, это как минус и плюс, она довольно низкая. Это очень хорошо едет по автобану, низкое сопротивление воздуха, но не очень удобно все-таки в нее садиться. Также из минусов, почему-то они сделали, обратно вернули вот эти вот штучки, типа переключения радио и страниц так называемых. И здесь они убрали сенсор, вернули кнопки. Почему они это делают? Из-за каких-то двух людей, которые говорят: блин, верните кнопки, это было так удобно. Нет, вот эта фигня, она не сильно удобная, она не сильно красивая. Она хуже, чем было, когда сенсорная. И вот это ляйство они зря вернули под вопросом. Хочется в дизайне все-таки, чтобы они здесь немножко поменяли, потому что здесь это как в Дористе осталось. Из минусов, да и, наверное, все как бы из минусов. Из плюсов: очень хороший тяговитый мотор, хорошая связка электромотора и бензинового мотора, новый монитор, больше, красивее, лучше. Новая приборка классная. Руль, он не совсем новый, но он очень удачный, очень красивый, очень информативный. Здесь вот этими крутилками громкости с переключениями все работает. В этом плане очень нравится расход. В принципе, все косяки, которые они имели раньше, они убрали. Любимая моя черная крыша. Я бы сразу подавал бы в суд на фирмы, которые выпускают до сих пор серую или белую крышу. Это, конечно, очень печально. Она, во-первых, марка, во-вторых, она белая. Здесь все-таки добавляется комфорт, когда у вас все это сочетается. Черное с черным, а не черное там, с белым. Да, можно сказать, что крыша когда-то там, типа, дает больше пространства, если она светлая. Ну, я не уверен, что мне нужно пространство. Пространство тут довольно удобно. 4 пассажира здесь вмещаются без каких-то проблем. Очень удобные сиденья, но это ко всем BMW относится. Хорошие тормоза. Потому что, я же сказал, новые они машинки впереди поставили, немножко сделали. Но сейчас я вытормаживался с 200, но, конечно, для своей массы они все равно слабенькие. Уже на такие машины, на такие моторы, на такие мощности и на такой вес надо все-таки уже смотреть в сторону 6 поршней, как по мне. Очень хорошо держит повороты. По автобану 230 едешь, можно одним пальцем руль держать. Никаких вопросов, никаких сдвигов ни в какие стороны и так далее и тому подобное. В этом все просто. BMW, молодцы, классно, красиво. Кстати, еще к минусам. Джойстик. BMW, если вы меня смотрите, уберите его. Уберите, он, блин, устарел, он никому не нужен, он... Ну, уже с таким монитором, с такой системой он реально не нужен. Это полная фигня, это древняя штука. Поменяйте, наконец, вот этот вот набалдажник. Уже у вас же есть там, как кристалл сделать, поменяйте. Поменяйте, наконец-таки, эти старые переключатели. Блин, прекратите их ставить. Сделайте новые, красивые, которые, ну, на звук он тоже не совсем мягкий. Он как будто с прошлого века остался. Это до сих пор оно осталось. Еще из плюсов опять вернемся. Музыка. Музыка, Harman Kardon. Классно, но все равно до уровня Bose, по моему личному мнению, не дотягивает. Но для седана она играет очень хорошо. В целом автомобиль мне нравится. Если бы я себе лично рассматривал бы, ну, если бы я был помоложе, скажем так, и рассматривал себе покупку автомобиля, либо хотел бы вернуться там на 10 лет самого себя моложе, я бы, конечно, взял ее, а не дизельную версию, потому что тот же самый расход. Но если вы хотите надавить на газ, либо вы хотите с переключателями переключаться и агрессивно ездить по горным серпантинам, вот именно эта версия, она будет лучше, чем дизельная, потому что у нее есть звук, который все так ждут. А если вы хотите тихо ездить, вы включаете либо электро, либо вы едете в режиме гибрид. Кстати, надо переключиться в режим гибрид. А там уже все топливо спалили. В общем, автомобиль мне, как и предыдущие BMW, которые я тестировал, нравится. Они делают вещи. Конкурентов, по сути, из именно гибридных версий, ну, наверное, нет у нее. Я не буду рассматривать какие-нибудь корейские автомобили, потому что у них нету, в принципе, седанов.
Сложно пока мне понять и представить, какая есть из седанов гибридная версия интереснее и которая также рулится, кроме Мерседеса, скорее всего. Но Мерседес, он не так будет рулиться. Там не про спорт, там больше про комфорт, да. Да, есть такое... У BMW-ста, когда спрашивают, а что ты, говорит, Мерседес не купил вместо BMW? И BMW всегда отвечает, если бы я хотел поездить на Мерседесе, я бы просто позвонил в такси. На этом мы закончим. Спасибо большое, Насте, что она дала на тест этот автомобиль. Автомобиль, как я уже сказал, мне лично нравится. Мне не все автомобили нравятся. Он очень приятный в дороге, очень хорошо едет, очень сиденье, как я уже в 3-й раз повторяю, сиденья крутые у BMW. Да. В принципе, в Мерседесе и там в Porsche и так далее тоже хорошие сиденья, но здесь они прям можно себе подогнать, как вам удобно. На этом мы закончим. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, ваше мнение, ставьте колокольчики, чтобы новые видосики у вас сразу высвечивались, и вы могли их первыми позвонить. Пишите, заказывайте автомобиль, который вы бы очень интересно было посмотреть на обзоре. Я постараюсь его снять. На этом все. Всем пока.